Друзья, привет! Я продолжаю рассказывать про агрокультуры в моде Industrial Craft 2. Сегодня поговорим про генетику этих агрокультур, как выводить топовые гены и как сделать резиновый тростник Бога. Значит, если мы вот такой вот мешочек с семенами проанализируем в анализаторе агрокультур, да, то мы, соответственно, увидим, помимо прочего, вот такие вот гены. Да? То есть помимо названия, что это резиновый тростник, мы увидим также уровень, да, тайр от 1 до 8. Вот, про уровни я уже упоминал в прошлом видео про селекцию, да, что чем, соответственно, этот уровень выше, тем выводить культуру сложнее. Вот, кроме того, мы видим, соответственно, кем вот эта культура была введена. То есть если это какая-то базовая будет, например, если что-то вроде тростника. Ну, кстати, например, вспомним еще, как вот эти мешочки убиваются. Да, мы сажаем какую-нибудь базовую, например, культуру на жердочке. Так, пустую надо убирать. Пустую ни в коем случае не оставляем, иначе у нас будут сорняки появляться. Значит, сажаем культуру на жердочке, она вырастает, и на последней стадии, например, можно уже вот эти мешочки получать. Левый клик, все, вот у нас мешочек попадает. Жердочки не забываем убирать, иначе у нас сорняки будут спавниться. Вот. Значит, мы этот мешочек можем проанализировать. Так, давайте посмотрим, что у него здесь, например. Так, будет написано. Причем, если первый мы раз делаем, да, мы видим только название, соответственно, кем этот был введен, эта культура. Вот, например, ночь. Ну, то есть имеется в виду, что разработчик Майнкрафта, да, еще ввел эту культуру. Второй этап мы уже видим, соответственно, что-то там read, да. И если уже третий раз прогоним, да, то мы получаем уже дополнительную информацию по генам, да. Значит, по генам мы видим, во-первых, уровень, во-вторых, вот такие вот интересные штуки, типа growth, gain и resistance. Дальше подробнее поговорим. Если вы активно пользуетесь таким анализатором агрокультур, настоятельно рекомендую сюда еще в окошко положить какой-нибудь там, не знаю, кристалл или какое-нибудь там хранилище, которое будет его запитывать. Иначе замучаетесь просто постоянно его заряжать. Например, МФ, он достаточно долго заряжается. Так, окей, давайте про эти гены подробнее поговорим. Ну, первый ген, про который мы уже упоминали в прошлом видео, это тайр. Да? Это уровень растения. От 1 до 8 для всех растений он вводится по умолчанию. То есть первый уровень это самые базовые. Да? Так, кстати говоря, у тростника давайте посмотрим, какой еще раз. Так, это резиновый тростник, где-то у меня был сахарный. Ну, вот сахарный уже даже второго. Так, интересно. А что же у нас до первого? Я даже не проверял. Ну, неважно. То есть, соответственно, от 1 до 8 по уровню по возрастной сложности. То есть 8 уровень это, например, Аурелия и Шайнинг. У них самый высокий уровень. Так, и на что, собственно, это влияет? Значит, чем выше вот этот уровень тайр, тем сложнее вывести, да, как мы упоминали уже в прошлом видео, тем сложнее разводить, в принципе, да, то есть, там, если мы скрещиваем друг с другом, тем оно дольше выводится, несмотря даже на то, что если мы одинаковые растения между собой скрещиваем. Кроме того, меньше урожайность и медленнее растет. Вот. То есть, чем выше, тем вообще управляться с растением тяжелее, да. То есть, например, какие-то базовые мы легко сажаем, легко выращиваем там. Я бы еще сюда добавил как бы про то, что условия какие-то дополнительные, то есть, допустим, культуры там базовые легче посадить практически в любом биоме, а какие-то уже более высокого будут более требовательны там к освещенности, к плодородности почвы и так далее. Вот. Окей, но это как бы для всех по умолчанию, тут уже ничего не поделаешь. Как бы если у вас какая-то золотница, да, Аурелия там или Шайнинг, то ну, вам стоит это просто факт принять. Вот, ну а следующие гены, вот growth, соответственно, gain и сопротивляемость, resistance, их можно прокачивать. Вот, все вот эти гены перечисленные, они для всех растений, соответственно, идут от 0 до 31, то есть всего 32 уровня. Вот, давайте посмотрим, например, еще раз. Вот семена куприум. Значит, 3 раза проанализирую. Вижу growth 1 уровня, gain 0, resistance 3. Все вот эти гены можно прокачать, соответственно, от 0 до 31 уровня. Вот. Так, давайте подробнее их рассмотрим. Значит, на что влияет. Growth это рост, соответственно, скорость роста. Чем выше уровень, тем рост быстрее. То есть, соответственно, 0 это будет самый медленный рост, 31 это будет очень быстрый рост. Вот. Но здесь не все так просто. Во-первых, значит, ну, есть хорошие, значит, позитивные еще дополнительные эффекты. Начиная с 16 уровня, значит, 16+, помимо скорости роста,
растет и скорость скрещивания. То есть скрещиваются между собой эти растения быстрее. Это классно. Но есть и негативный эффект. Начиная с 24 уровня у нас в радиусе 2 блоков заражают соседние жердочки там, и грядки сорняками. И это просто какой-то трэш. Я вам дальше продемонстрирую, вот, что происходит, когда там, не знаю, растение уже какого-то 31 уровня по growth, там просто происходит какой-то ад. Поэтому, например, если вы делаете какой-то топовый ген, то рекомендую все-таки ориентироваться на диапазон там 16-24. А лучше даже поменьше, потому что, как мы потом выясним позже, вот при скрещивании у нас, соответственно, может получиться растение более высокого уровня, поэтому получите какой-нибудь такой вот, например, 25-й, он начнет вам просто всю ферму заражать сорняками. Вот, поэтому я бы в качестве топового рассматривал все-таки диапазон там 16-24. То есть 16 это как раз уже, чтобы у нас и скорость скрещивания была побольше, да, и скорость роста будет хорошая, да, ну и такой вот предел 24. Просто больше уже начинается заражение там сорняками всего. Так, следующий ген это gain. Он влияет на урожайность. То есть помните в предыдущем видео по селекции, да, по скрещиванию растений, вот, когда я там демонстрировал, с каких растений что получается, да, мы там с определенным шансом получали выпадение. Вот, например, опять же, тоже возьмем, например, розу, да. Так, вот правый клик, у нас тут один краситель выпал. Еще раз, 0, да, еще раз делаем, 2. То есть, видите, с разным шансом выпадает, соответственно, разное количество вот этой продукции. Здесь вот 1, здесь 0, здесь 2. Соответственно, если мы хотим повысить шанс, да, выпадения большего количества продукции, то нам нужно прокачивать вот этот вот gain. Здесь уже, соответственно, от 0 до 31, здесь можно спокойно прокачивать до 31 уровня, вот, потому что, по сути, каких-то сильных негативных эффектов здесь нет. Поэтому топовым геном я буду считать как раз вот этот вот 31 уровень, вот, максимальный. Однако в процессе уже, когда я вот эти вот фермы там делал, размножал, я все-таки обнаружил негативный эффект, про который нигде в Майнбике там не смог найти информацию. Он касается того, что вот эти растения с прокачанным, соответственно, геном gain сложнее сажаются. То есть они как-то начинают пропадать жердочек, то есть они более требовательны, получается, к, например, к удобряемости почвы, там, к орошаемости и так далее. То есть, если вы такие топовые растения сажаете, то делайте это где-то в каком-то хорошем биоме, либо, как в прошлых видео я рассказывал, там условия прокачивайте, да, то есть вот эти вот, чтобы там либо хороший биом был, либо там повыше куда-то там и так далее. Тогда будет меньше проблем с такими растениями. Либо сильно высоким все-таки этот гейн не делайте, иначе, ну, условия там, требования вот этого растения вырастают к, соответственно, условиям. Так, ну и наконец третий ген, сопротивляемость, resistance. Он, соответственно, влияет на возможность сопротивляемости растения к уничтожению. Там, например, когда мы ходим, да, топчемся по грядке, чем выше ген, тем меньше шанс того, что вот эта, соответственно, культура у нас сломается. Да? Либо там я топчусь, либо мобы, либо другие игроки, например, если у вас, не знаю, там приватный друг. Кроме того, это влияет на сопротивляемость к сорнякам. Вот. Но есть и достаточно очень такой серьезный минус у повышения сопротивляемости. Это то, что уменьшается шанс скрещивания. А это достаточно негативно, если, допустим, вы хотите даже просто размножить себе вот культуру, да, взяли 2 штучки там, размножаете. Из-за того, что высокий вот этот ген сопротивляемости, resistance, они будут очень долго скрещиваться. То есть я тоже там проводил скрещивание, вот, и с высоким геном, там, resistance, я вот где-то брал, по-моему, здесь вот у меня, resistance даже 14 уровня, видите, вот, очень долго скрещивались, поэтому, ну, не рекомендую делать большим. Вот, но, как бы, я даже брал бы, наверное, вот топовый, там, от 0 до какого-то значения небольшого, потому что, ну, скрещивать все-таки выгодно. Выгодно новые культуры получать, выгодно там быстро ферму размножать и так далее. Поэтому резистенс я бы топовым считал все-таки поменьше. Вот. Но сильно маленьким, как я понял, тоже его не стоит делать, потому что, опять же, когда мы прокачиваем сильно ген gain, растение становится сложно сажать. Оно часто пропадает с жердочки, само собой. Вот. Поэтому топовым геном я буду условно считать growth, соответственно, от 16 до 24.
Уровень гейн там на максимуме, где-то ближе к максимуму, да, там до 31 уровня. Вот. А сопротивляемость, наоборот, на минимум, где-то там от 0 до какого-то небольшого значения. Вот. И сейчас я вам покажу, собственно, топовый резиновый тростник, который я вывел где-то вот здесь вот. Так, вот у него я топовый сделал ген 31 уровня Growth. Нет, это не тот. Вот топовый вот здесь. Да, вот этот как раз он проблематичный, то что он много сорняков спамит. Я это вам покажу. Так, вот, соответственно, топовый. Резиновый тростник Бога. Смотрите, у него Growth 22 уровня, да, то есть уже на грани, соответственно, того, чтобы он начал заражать. И, соответственно, почему именно 22 я взял? Если мы два резиновых тростника таких скрестим, мы с небольшим шансом получим, допустим, там резиновый тростник там 24 уровня Growth. И он как раз тоже уже может там на грани быть того, чтобы спавнить сорняки. Вот. Поэтому это уже на грани. Вот, а гейн 31 уровня, резистенс, видите, 2. Вот, пожалуйста, резиновый тростник топовых генов. Я потом продемонстрирую попозже, соответственно, какая будет разница между обычным резиновым тростником, который мы там дефолт выводим, да, резиновым тростником Бога и таким вот прокачанным на рост. Так, я сейчас просто хочу показать, собственно, рассказать, как, собственно, вот эти гены выводить, как их получать. Здесь правило достаточно простое. Тупо берем и между собой вот так вот на жердочках скрещиваем, да, как и раньше. Там берем вот две культуры, ставим, соответственно, вот такие вот жердочки скрещивания, да, и вот выводим новые, выводим, соответственно, ген. Здесь правило такое, значит, параметры выводимого растения у нас будет, соответственно, как среднее арифметическое между, соответственно, генами родителя, плюс, соответственно, случайное число от минус x до плюс x. Так, чтобы было понятнее, давайте рассмотрим пример. Вот, например, у нас есть резиновый тростник такой, так, и семена куприума. Да, вот мы видим гены. Значит, 13, 19, 7. Значит, если мы их скрестим, то мы получим среднее арифметическое. По Growth, значит, у нас 13 плюс 1 это 14, среднее арифметическое 7. Но поскольку, если мы будем их двоих скрещивать, то у нас еще будет случайное число, равное 2. То есть от минус 2 до 2 у нас еще будет прибавляться случайно. Если мы, например, будем 4 таких вот скрещивать, то уже будет случайное число 4. Я думаю, вы, в принципе, поняли, да? То есть, соответственно, случайный фактор зависит от того, какое количество вы скрещиваете, да? Ну, рекомендую все-таки 1 плюс 1 скрещивать, то есть 2 культуры. Тогда и случайности будет меньше, во-первых. Ну и как-то вот удобнее все-таки скрещивать вот так вот рядами. Вот, поэтому случайное число там, допустим, будет 2 у вас. А остальные гены это будет просто среднее арифметическое там выводиться. Ну и, соответственно, вот, допустим, если гейн будем скрещивать, здесь будет у нас что-то там среднее, там между, получается, десяткой, 9 или 10 будет случайно выводиться. Вот. А resistance, получается, у нас будет так, 7 плюс 3, 10, пополам 5. 5, ну и плюс случайное число, соответственно, от минус 2 до 2. Вот такой вот принцип. Ну и все, соответственно, чтобы выводить топовые гены, мы просто берем, вот так вот ставим, допустим, там, не знаю, резиновый тростник на желточке, да. Вот сейчас я его прям посажу. Все, он дорастает до максимального уровня, ставим, соответственно, жердочки, скрещиваем и смотрим гены. Вот. Ну, желательно побольше делать. Давайте вот как раз уже что-то высаживал. Это, наверное, так. Как раз разных генов. Вот. Все, через какое-то время они скрестятся. И мы, соответственно, можем потом посмотреть генетику. Так, а давайте теперь я посравниваю, собственно, резиновый тростник Бога и обычный резиновый тростник. В чем разница будет вообще по росту? Так, ну, мне, правда, вот этот резиновый тростник Бога все-таки, наверное, стоило прокачать ему побольше резистанс, то есть, чтобы меньше была сопротивляемость к условиям. Вот, поэтому он бывает сажается проблематично. Сейчас попробуем. Так, вот резиновый тростник. Поскольку я сейчас в креативе нахожусь, мне не придется размноживать, у меня просто высаживаться будет. Но, естественно, если вы в режиме выживания, вам придется вот этих вот размножать. Так, мешочки. Так, давайте попробуем высадить. Так, вот он высадился, пока вроде никуда не пропал, все хорошо. Так, и рядом с ним я посажу, соответственно, обычный резиновый тростник. Так, ну и все, будем наблюдать, как они быстро будут расти. Пока я буду дальше рассказывать, да. Ну, если вот тыкать. Так. Давайте я еще запитаю их, соответственно, удобрением и увлажню, чтобы они просто быстрее росли в равных условиях. Вот, но тем не менее,
Я их запятаю, просто чтобы в ходе видео уже нам посмотреть, что произойдет. Насколько быстро они будут расти. Так. Еще раз. Я правильно все высадил, надеюсь? Вроде правильно. Сейчас мы посмотрим. Так, 25 уровень, 12. Так, давайте еще где-нибудь высажу. Тут подальше что-то. Так, еще раз, значит, вот у меня. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, вот у меня, соответственно, резиновый тростник бога. Так, сажаем. И обычный. Сажаем. Увлажняем. Ой, вот зря, ну, на самом деле не важно. Да, кстати, вот как раз вот к слову. Про антисорняк. Не рекомендую его использовать, если вы хотите вывести топовые гены. В описании там на MineWiki сказано, что вот этот сорняк, он с некоторым шансом может понижать гены растений. Поэтому, если вы занимаетесь выведением топовых генов, про антисорняк лучше забудьте. Без него обходитесь. В принципе, это несложно, просто периодически пропалывать там грядки. О, посмотрите, как резиновый тростник бога так быстро вырос вообще. Обалдеть. Он уже на вторую стадию перешел, да? Офигеть. Вот он настолько быстро растет. Так, ну хочется прям посмотреть, как он быстро будет. Так, здесь вот еще первая стадия, тут уже вторая в середине. Так. О, этот уже на третью стадию перешел. Пожалуйста. С ума сойти. А этот еще даже на вторую не вырос. То есть вот обычный резиновый тростник, вот резиновый тростник бога на топовые гены. Насколько быстро растет. Это еще не... Смотрите, это еще... Это только еще рост рассмотрел. А сейчас же он еще и продукцию будет давать. Вот сейчас, наверное, подождем, когда он вырастет. Так, здесь у нас тоже растет, да? Это, я так понимаю, у меня бога. Здесь вот я сажал, здесь обычный, да? Я хочу еще просто вам показать, как они будут отличаться по выпуску продукции. Так, ну этот уже все, этот вырос. Тростник бога уже готов. Вот он уже, у него такие пятнышки. Это означает, что он продукцию готов давать. А этот мы еще подождем. Так, вот у нас, пожалуйста, мы тут скрещиваем, да. Все, тут у нас тоже скрещивание идет. Потом, наверное, если успеет он вырасти. Давайте я его чуть ускорю. Я просто хочу продемонстрировать. Тут я тоже высаживал вроде топовый и обычный тростник. Просто посмотрим, какие у нас гены получатся. Вот. И просто по принципу расскажу, как выводить. Так, значит, удобрение еще раз. Так, увлажнение есть, все, чтобы побыстрее рос. Посмотрим на его гены. Так, я еще хотел вам сразу показать вот этот вот вредный такой тростник резиновый. Это уже когда прокачанный ген Growth. Я очень долго с ним мучился. Вот. Но пришел к выводу, что к черту его. Посмотрите, что он творит. Просто он генерит кучу всяких этих самых. Так, я, наверное, как-то еще сделаю демонстрацию вот, собственно, вот этот резиновый тростник, ну, лучше подальше. Резиновый тростник, вот здесь вот бога будет у меня, давайте его посажу. Так, вот он бога. И здесь, соответственно, прокачанный на рост. Так, вот он, да, у меня? Да, максимально на рост. Давайте будем сравнивать тоже по росту. Посмотрим, как быстро будет расти. Так. Вот, посмотрите, уже насколько разница какая пошла. Здесь 9, да, 9 единиц Grow Points. Здесь уже 20. Хотя я вот этот немножко позже посадил. Это вот прокачанный Growth. Но он сейчас может вокруг себя начать, там, не знаю, всякие сорняки высаживать очень быстро. Причем это делать. Давайте вот, допустим, типа я с кем-то скрещиваю там и так далее. Вот посмотрим, что он будет сейчас вытворять. Ну вот, я даже просто рядом вот как раз тоже выводил очень долго, очень геморно до 31 уровня. Это было просто ужасно. И он просто какой-то ад творил, потому что я пытался их скрещивать, он постоянно заражал сорняком вот эти грядки. Короче, это то еще ремесло. Так, ну вот они пока растут. Так, давайте я их тоже увлажню. Все это сделаю, чтобы побыстрее процесс был. Все в равных условиях. Просто я их удобрил и увлажнил. Так, здесь посмотрим. Вот эти уже выросли. Я просто хочу пока эти растут у меня, да. О, смотрите, этот уже... То есть вот это резиновый тростник бога, а вот этот с максимально прокачанным... О, видите, что он делает? Он уже заразил. Как он быстро это делает? Он сейчас еще может вокруг себя, соответственно, в определенной зоне вот, высаживать... Вот, пожалуйста, видите, тут уже заразил. Вот что он творит. Заражает просто очень быстро.
с ним очень сложно дальше выводить что-то, и он вам может соседние растения даже заражать. Это, вот, пожалуйста, видите, что делает? Просто вот у меня вспыланная земля была, и он взял сюда, короче, траву посадил. Обалдеть. Короче, очень проблемно. Поэтому все-таки топовый я считаю вот какой-то такой, до 24 уровня. Но смотрите зато, как быстро он растет. Он уже почти вырос. Вот. Пока я рассказывал, вот этот тростник резиновый вырос. Ну, тут и топовый подтягивается потихоньку, вот уже на 3-й уровень вышел. А этот уже все, этот уже готов давать продукцию. Все, вот так это выглядит. Вот он заражает, поэтому, собственно, с ним лучше не водиться. Он много сорняков делает, неудобно. Так, теперь давайте сравним, собственно, топовый тростник и обычный по продукции. Вот я сейчас 3 этих высадил, давайте соберем урожай. Раз, 2, 3. Так, сколько у меня вышло? 7 здесь, да, единиц. Теперь давайте здесь соберем. Так, так, так. Так, сколько у меня выпало? 2, да, получается, было 7, стало 2. То есть здесь с обычного тростника у меня всего 2 латекса выпало, а здесь 7. То есть он дал, получается, в 3 с лишним раза больше продукции. Но чтобы, вот, то есть резиновый тростник Бога дал в 3 раза больше продукции. И он еще при этом рос быстрее. То есть, ну, сами понимаете, что вот это все суммируется, насколько больше продукции дает. Но чтобы еще более убедительно это все продемонстрировать, вот здесь вот я собирал тоже эксперимент. Тоже у меня тростник Бога, вот здесь вот кажется. Здесь обычный тростник. Одновременно посадил, вот, они растут, дают продукцию. И давайте сравним, сколько у нас вот разница выхода. Здесь у нас уже 2 с лишним стака, да, получается. Так, а здесь у нас только половина. Ну вот, пожалуйста, то есть в несколько раз разница, да. Если вам так хочется, пожалуйста, прокачивайте на топовые гены и вперед, как бы, получайте еще больше продукции. Ну, честно говоря, с резиновым тростником это может быть не так интересно, а вот если, например, прокачать на топовые гены, скажем, какую-нибудь Аурелию, да, там золотницу, или там, не знаю, Шайнинг, да, серебро, который дает, то можно уже попробовать задуматься о какой-то эффективной ферме по производству какой-то продукции такой рудной, да. То есть я, честно говоря, это еще не пробовал, может быть, как-нибудь попробую это сделать. Так, значит, что еще осталось показать? Так, да, я хотел, собственно, показать, вот я скрещивал здесь. Так, сейчас перейду в режим выживания, чтобы мешочек собрать. Получится у меня сейчас выбить мешочек здесь. Во, отлично. Я хочу просто показать, собственно, вот как процесс скрещивания происходит. Вот я скрестил. Давайте теперь по генам проверим. Здесь у меня вот обычный тростник, да, вот какой был, такой гены. Есть вот топовый, соответственно, Бога. Давайте посмотрим, какие гены получились. Что-то должно быть среднее между ними, примерно. Да, вот давайте смотреть. Вот по Гроссу на 11, да, что-то примерно среднее. Гейн, соответственно, 16 тоже вот средняя как раз получилось. Resistance 2, то есть тоже вот как раз, ну, как у них получилось. Все, вот такая вот методика. То есть берем, скрещиваем, случайным образом получаем гены, перебираем их. И вот так вот дальше. Честно говоря, достаточно долгий процесс. Я все вот это для демонстрации выращивал просто несколько часов. Поэтому, ну, если вам интересно, рекомендую это попробовать, но будьте готовы, что это очень время затратно. Так, ну, пожалуй, все фишки основные рассказал. Вот, если что-то забыл, то потом, может быть, позже еще что-то видео сниму. Может, попробую какую-то ферму построить эффективную на топовых каких-нибудь аурелиях, когда время будет. Вот, в общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые подобные видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.